Все заснято. А знаешь, как страшно? Что, страшно, да? Очень. Особенно, когда на больших ходах заходишь, страшно, что суицид будет. Все, третий раз. Давай, третий раз. Сейчас Тут на кону 1000 рублей. Если вы Сейчас будет, 100% будет. На еще больших ходах. ты молодой. Не, вот та попытка самая пахла выходом. Прикол? А? Колесо лысое, его слизывает. Зацепа Ты нет. когда входишь вот так, оно слизывает. А в тот раз ты с суицидного захода вошел вот так. Ну блин, ну каждый раз. Может, из-за колеса вообще нереально. Из-за лысого? Да. Но оно проскальзывает постоянно. Давайте еще попытку. Уже головка показалась, сейчас родит. Выход был. Ну, это не выход, но его доставило, четко он прямо может поехать. Я бы как судья посчитал, что 3 обязательно. Ну, ты понял, что ты можешь выехать. Я бы на твоем месте забил бы на маятника, пристреливал сегодня. Ну такое. Страшно. Страшно, да, пипец? Да, вообще жесть. Косарь есть, можно поесть. А страшно, что ты вообще отсигнешься или наоборот, что тебя... Страшно, что на более высоких ходах раньше зайдешь, кликнешь тормоз и получится суицид. Помнишь, как у меня в Питере было? Да, да. Вот это страшно самое. А ты добавь голову уже, ну типа в ту сторону, кругом. А ты неудобно, да? В правую поедешь? Да, еще и со второй передачи я это Ну делаю. сможешь выехать, что ты перец. Легко сказать, знаешь, добавить. На самом деле, там все так быстро происходит, что там вообще не до головы. Че, еще раз? Что, еще раз? Ну давайте, все ради контента. А потом можно Антона спровоцировать, чтобы он 3 с шаффла выехал. Еще больше подлетит и сможет выехать. Потяни его. В приземлении прям потяни и выйдет. Да я так делал. Видишь, когда я втыкаюсь, она более безопасная. Но хода как те же, типа, знаешь, остаются. Давай еще 2 раза. Надо. Не зря Давай. ты ковидом. Вообще, на мой взгляд, тоже ты как бы залетаешь слишком высоко, но можно как у Высоко. Гловацкого, Иди как Гловацкий делает. Не, ну, лучше как у Йенсена. не, ну как вы, причем как у Не, Йенсена. Гловацкий он с маленькой делает, он как раз стыкается ровно. по схеме делает. Ну да, по такой. А тут если есть шанс родить такую взрослую прям, чтобы ее можно на видео было показывать. Давай еще 2 разочка и побереги маятник. Давай. Покажи видос. Сейчас. Мне Интересно. кажется, у тебя приземление, понял? Вот такое. А надо приземлиться как бы в ровный мотоцикл. Я даже не знаю, что сделать. Наверное, ну типа... Ну тут типа 2 варианта. Либо еще больше ходов и через суицид, но это вот, вообще жесть. вот, тебе бы полететь через вот такой типа суицид. Мне кажется, у тебя скорость вообще захода очень большая. Ну, мне кажется, да. Мне кажется, надо заходить медленнее. Видишь, как у тебя вот так вот в этот момент? Да, он Ты типа как будто... втыкаешься, как будто да. он не долетел. Это вот какая-то перекладка, знаешь. Сейчас Антон сделает 10 попыток. Попытка шаффл 360. Сейчас Даня делал кенгуру 360, а Антон будет пытаться делать шаффл 360. То есть без отрыва, без прыжка, такой стелящийся упирается, и его должно доставить вот по схеме у Жандрота похожая схема. Вот. Но Антон
Во-первых, Антон, прекрасный шафл 180, начнем с этого. Он уже великолепен. Мотивация от Без Николая. шуток. Если бы я был без шлема, у меня бы здесь румянец проступил. Антон, во-первых, он уже великолепен, без 360, без шуток, он нормальный. Николай, я не могу от тебя эту похвалу всерьез воспринимать. Почему? Мы с Антоном это уже обсуждали давно, он пытается родить этот трюк. Ты видишь, что он частенько, когда мотоцикл вот в этот момент втыкается, чуть сквозь, все, зацепа не хватает. То есть мотак надо четко ровно выставить, тогда неважно сколько тебя протащит, тебя инерция поставит. Если чуть вскользь, вот типа даже как у Дани, то протаскивает. Тебя начинает выставлять, ты ногу скидываешь, все, вес убираешь. Оставляй вес, больше тяни за вот эту сторону и добавь голову вот сюда на выход. Дальше Всё, для и безопасности. Очень страшно, просто очень Что страшно. страшно? Что страшно? Все страшно. От начала и до конца, даже сейчас страшно следующую попытку пробовать. Антон, ходов больше не делай. Вот сейчас были хода подходящие. Да бешеные были. По-моему, такие хода не нужны, мне кажется. Можно процентов на 20 медленнее. Ну, если бы у меня была техника уже и Да, понимание, то можно было бы медленнее. Но я ничего не понимаю, лечу просто. Глаза зажмурил и все, и полетел. Поначалу и я с такой же штуки, то есть с огромной инерцией тренировал, чтобы было время, когда тебя выставит, подумать и выехать. Потом, когда он пристреляет технику, конечно, можно скинуть скорость. Да, очень близко. Скидывает ногу, ему надо упереться, тянуть мотак и голову добавить, чтобы как будто он на выход хочет выехать. Мотоцикл уже в ту сторону, то есть не просто воткнулся и посмотрел, только понял, что не упадешь, начинай, за руль взялся и головой вот так сделай. Вот в этот момент головой вот так сделай. Блин, ну если Антон родит 360 с шафала, это будет просто сумасшедший. Второй в России, да? Да. Близко, просто нереально близко. Смотрите, какие здоровые! Аж не помещаются, вот так ходят. Попробуй тормоз, может быть, понял? Тормоза не хватило. Чуть-чуть, может, раньше, на полмиллиметра. Передок? Да, чуть-чуть раньше его нажми. Чуть-чуть раньше. Чуть-чуть раньше. Блин, страшно, капец. Страшно. У страха глаза велики, говорят. А что это было из глушителя? Старость. 2003 года мотоцикл. В уницикле перекинуть еще ногу. Ну, в уницикле перейти на дублер и перекинуть ногу еще, вторую. Понял? Но у меня не контрольная, конечно, пока получается. Слушай, ну вообще вот то, что есть быстрый бальдини с выходом, ну, на мой вкус, очень круто. Очень круто, потому что он быстрый, ну, по-настоящему быстрый. И есть выход.
Я на самом деле делал с выходом даже. Это тяжело застабилить на самом деле. А ты там постоянно дублер? Я просто не вижу. Ты там Но постоянно... потом ты с ножного переходишь на дублер и перекидываешь ногу. Не страшно, кстати, вообще. Не страшно? Вообще. А с высоты с такой вот дропаться не страшно? Не-не-не. А ноги вот приземляться страшно? Ну, ты же приземляешься не прям с такой высоты. Ты же сидишь типа на мотике до конца и в конце спрыгиваешь. Это типа не страшнее, чем Watchtower. Да, блядь, не страшнее, чем Watchtower, всего лишь. Не, ну Watchtower выше же, Паша. Ты же еще выше Watchtower. Там, не знаю, ты на ногах стоишь, куда-то можно съебаться, если что, а здесь безвыходная ситуация. Ты посмотри на это. Куда? Вот сейчас высоко я спрыгнул. Вот это вот было не очень. Вот это безопасно! Здесь не страшно! Да ну нахрен! Сейчас, погодите, я делаю. Выход надо стабилить, да. Но я выходил с этого трюка. Хайчер выходи. Заставка вам на YouTube. Она горизонтально должна быть. Ну ладно. Бордюра до бордюра. Буду Так, давай стараться, еще раз да. посмотрим вот на эту далеко площадку, не ну, убирай. чтобы... Вот ты хочешь сделать от бордюра до бордюра, да? Метров 30, может, тут. Ну да, постараемся. Похлопайте, Настя! Вот и хлопает! А еще разок. Просто есть у кого-то, а? Пиздец. Патанин звонил. Ну что, треху будем дожимать? Я думаю, надо. Антон, подожди, давай постоим, поразговариваем, ты подостынешь, пауры были сумасшедшие. И после этого 5 попыток. Я не столько физически устал, сколько морально готовиться к этому. Люк, у меня аж вон все пересохло во рту. Ну, вот с этих пауров можно уже выход приклеивать. Ну, мне кажется, да, я что-то То есть, как-то да, раскачиваю да, его да. туда-сюда. Ты его и вот так, и типа и контролируешь. Но, блин, если ты сможешь прям к бордюрке подъезжать. А на бордюрку заезжать? Мне кажется, я заезжал, да, за бордюру чуть-чуть. В какой-то Слушай, момент. Никита, а ты вот думаешь, что то, что вата и на бордюр заезжает, это вообще что-то космос или в чем там? Я думаю, что по факту ничего страшного-то не случится. Ну, типа, если ты на бордюру, если ты не в блок, как Йенсен на каких-то этих заехал, а так, ну что ты заехал. Колян не на бордюр Да. заезжают, там эти от людей ограждения стоят, и там такие стойки железные. Он, то есть, через стойку, через эту перепрыгивает просто. Не, есть и на бордюр. По факту ты-то едешь не быстро. Да ни Ну, то есть, хрена себе. ну, образно для... 50, наверное. Да не, висит. километров 30-40, мне кажется. Ну прям, ну, блин, мне кажется, очень быстро. Что-то очкую зад загрузить теперь. Тормоз чуть-чуть раньше и поровнее мотак Я выставить. зад не загружаю, поэтому улетает.
я сейчас начал смотреть тебя. Да. Сейчас Да. уже слишком мало ходов осталось. Потому что я подготовился смотреть, а смотреть это следующий этап обучения. Вот отсюда, если четкий выход не сделать туда, то мне просто не хватает места, и я еду в бордюр. Поэтому тут нужно не просто выйти, а выйти туда прям цельно. Короче, нужно еще попасть в выход. Дублером работаешь, да? Да. И дублером, и газом. Да. Но чисто на газу я не еду. Дублером, вот заход через дублер. Я всю дорогу еду. Выход у меня на дублере, на газу и на дублере. Кто-то только на газу делает. Я и газ, и тормоз. Ускорение, заход на тормозе, полкруга. Минимально тормозом корректирую и выход опять тормоз дублер. Ой, этот тормоз газ. Ну вот 5 очков. Watchtower остался. Технина плавно выпадает. Ладно, еще Watchtower, я там, скрипя зубами, может быть, сделаю. Но хайчейр восьмерка, Уже точно. все, просто выпадает на все 100. А в чем прикол? То есть он, получается, он выплевывает тебя из круга, и ты уже не можешь своим весом его туда заткнуть. Нет, он едет по-другому. Если вот все мы катаемся, все мы знаем, как едет мотоцикл на заднем, он просто катится. А если накачать колесо на 5, то он не просто по кругу едет, он сваливается вперед и едет по кругу. И ты волей-неволей поддаешь чуть газу. В общем, они получаются супер широкие, побыстрее обычных кругов, и он все время стремится за газу упасть. Хочешь ради интереса 50-50 сейчас сделаю восьмерку? Ну сейчас, подожди, а вот, например, ситка без руки тоже нет, да, ситка? Тоже нет, да? Да, потихоньку вот вся технина. И начинается у тебя перевес. Либо ты гонишься за модой, то есть все быстрое, динамичное, но теряешь технину. Либо ты остаешься при своих трюках, но не пробуешь нового. Нет, ну не мертв. Ну, наверное, Шанс есть. наверное, можно просто предрочить на этом давление. Но все, я уверен, все, кто не пробовал надуть себе чуть-чуть побольше, все пробуют, все боятся и все сразу спускают. А здесь такой момент, то что чуть-чуть подождите, 1-2 тренировки, вы найдете свои плюсы и найдете свой кайф. И потихонечку все будут поднимать давление. Ситка будет точно. Но она уже есть, просто она нестабильна. Вообще, я думаю, то, что можно воткнуть. Там почему-то такой сыклявый момент. Тебе в момент перекладки нужно не потерять угол, остаться при угле и просто завернуть налево. Но здесь он теряется, и как открываешь газ, на пустом давлении он просто закручивается. А здесь он сразу идет в пауэр. И когда у тебя особенно левые круги не твои, еще и положение 50-50 в пауэре, там, ну, сжимается максимально. Я думаю, через камеру видно. Ну давай ради интереса Watchtower еще. Будет, да? Я думаю, будет. Тормоз нагрелся, зараза. Ну и что такое, не точно, да? Ну, как будто хочет от нее уехать. Я еще разочек попробую. Ну, видимо, мне кажется, вкатывать нужно прям его на этом давлении.
был. Мини. Но выход какой-то стрёмный, очень стрёмный. Надо вкатить, я уверен, поедет нормально. Поедет. Можно. Ой, ну я плавно набирал по давлению. Я вообще в самом начале, наверное, как и все там, единичку плюс-минус делал. Перебарывая себя, двоечку добавлял. Кое-как, 2,5 и очень долго катал на 2,5. Потом, ну это просто кайф вот большой тусовки и то, что друзей много катается. И мы сами друг друга подбиваем на непонятно что. И меня также подбили накачать побольше. Я надул 3,5. Как же я кайфанул с дрифта. На 3,5 и 2, и 2,5. Это вообще небо и земля. Итак, сейчас Кстати, а с дрифтом тоже. вообще изумительно. Да, торнадо, перекладочки можно уже на этом давлении. Дрифт просто кайф. Дрифт, вот все быстро, но технина. Я думаю, я вкачу. Посмотрим, через месяц приезжайте. Чуть-чуть устал, пойду воды попью, Давай. передохну. Сколько лет? 6 лет ему. То есть в школу не ходит? Нет, только пойдет в сентябре. Мне кажется, он самый молодой стандрайдер в России. Про-райдер России. Смотри, подъезжает специальный человек, и он, к примеру, не умеет ездить на заднем колесе. Он заводит питбайк. Берем органы управления в свои руки, его руки он ставит куда хочет. Втыкает первую передачу, ставит ножки на ножки. Чуть-чуть вперед. Я научился станту. Вот такой колхозин. То есть, типа, ученик хотя бы к углу привыкает. Да, смотри, он сразу после этого момента... Пробуй, смотри. Давай Пашу озадачим, чтобы он мертвый круг сделал. Паша, сделай мертвый круг. На нем нет. Попробуй. Нет. Я уже падал. А почему в чем сложность? Но он слишком легкий, его как будто Да, можно... слишком легкий, его прям завинчивает в никуда. Да, я тогда пауэр попробую сделать.